Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Площадка для совместных закупок газа в ЕС смогла закрыть только 2% спроса. Площадка, созданная для нивелирования зависимости Европы от газа из России, смогла обеспечить поставки лишь 1 миллиарда кубов. Какой вывод из этого можно сделать, Александр? По сути, в Европе заработала система совместных закупок газа. Эта система действовала следующим образом. Создавалась, по большому счету, новая торговая площадка, на которую на мощностях уже существующей торговой площадки создавалась новая торговая площадка, куда предлагали прийти небольшим игрокам или большим игрокам, которым нужен газ, и у которых есть по какой-то необъяснимой причине какие-то сложности с закупками газа через уже существующие инструменты. И вот, мол, это позволит крупным игрокам, газовым игрокам прийти и начать продавать газ потребителям в Европейском Союзе, потому что это будет выгодно. Я сумбурно описал, правда? Непонятно. Но если вас это успокоит, вот это состояние, что это, о чем это, зачем это, преследовало данную систему Aggregate EU с момента ее создания. То есть в чем ее суть, ну, по большому счету? Выходит Урсула фон дер Ляйен или кто-нибудь из ее свирепых подручных и рассказывает: ребята, мы сейчас будем активно использовать наш суммарный вес как крупного потребителя газа, и мы сделаем так, что к нам придут новые поставщики, которые захотят продавать нам газ. Это история, которую европейские лидеры продавали своей широкой аудитории. Эта история, по сути, появилась в момент вот острой фазы газового кризиса. И европейские лидеры решили воспользоваться максимой, исходя из которой они выстраивают свою энергетическую стратегию на протяжении уже более чем 15 лет. А именно, Европа – рынок покупателя. Европа – крайне привлекательный рынок. Туда все хотят прийти, все хотят туда попасть. И нужно просто создать некую систему, которая упростит доступ всей этой массы поставщиков газа, которые, безусловно, будут рваться на европейский рынок. Это на полном серьезе. То есть это мысль, которая заложена в саму основу тех реформ, которые с 2007 года прорабатывались, и в 2009 году они были приняты и начали реализовываться. Это вот третий энергопакет как раз вот туда, вот к этим реформам. Это разделение бизнеса между там поставщиками, добытчиками. Это вот все туда. И кроме того, одна из главных составляющих этих реформ – это максимальная э, би- биржизация, если угодно, то есть максимальное внедрение биржевого ценообразования на энергоносители. У вас долгосрочный контракт с нефтяной привязкой, быстренько, быстренько переписывайте этот контракт. Вы должны быть привязаны к европейской газовой бирже, потому что европейские газовые биржи отражают честные движения на рынках, обеспечивают честное ценообразование и исключают манипулирование рынками. Правда, тут уже с 22 года наши уважаемые Прошу прощения, с сентября 21 года наши уважаемые европейские игроки стали говорить о том, что ой, нашими рынками манипулируют, и вот Россия как-то себя нехорошо ведет. С 22 года это стали говорить открыто, что это не у них проблемы с архитектурой рынка, которая стоит на зыбком основании из того, что Европа – это рынок покупателя. Нет, нет, это просто злые люди манипулируют нашим рынком. Рынок хороший, вот манипуляторы плохие. Хорошо. Манипуляторы плохие, значит, с этим надо что-то делать. Надо что-то делать, решили в Европе. Ввели ряд ограничений, которые касались, ну, скажем так, м, они касались пороговых значений цены и мер регулирования этих пороговых значений, точнее, не пороговых, а скорее потолковых значений цены на газ. И вот была внедрена вот эта система Aggregate EU. Еще раз, это просто еще одна торговая площадка. Вы, как потенциальный потребитель газа, направляете заявку
Сколько газа вам надо? Вот таких, как вы, собирается много, ну, по идее, собирается много. Глядя на эту заявку, начинаются торги, точнее, начинаются торги, и глядя на эту заявку, ну, раздувшуюся от количества покупателей, от количества потенциальных покупателей, на эти торги набегают поставщики и предлагают свой газ. Разумеется, очень выгодно. Ну, как можно невыгодно предлагать свой газ, разумеется, если вы видите такое количество замечательных игроков. Что могло пойти не так? О, все пошло так, все было замечательно. Я, правда, сейчас вас несколько в заблуждение чуть было не ввел. Разумеется, 1,5 года, не 2,5, 1,5 года. Мы вас информируем об этой всей истории. Друзья, в РФ разработали умные часы, которые выполняют функции смартфона. Часы-смартфоны выпускает тюменский бренд Case Guru. В смарт-часах Case Guru есть гарнитура. Можно разговаривать прямо с них, набирать номер и читать сообщения. Часы Case Guru совместимы с Android, iOS и Windows. За секунды синхронизируются со смартфоном, в отличие от Apple Watch, совместимых только с Apple. Часы Case Guru работают без зарядки до 10 суток, пока яблоки за 100 тысяч тянут 1,5 дня, но Тюмень часы стоят в 10 раз меньше. Ремни часов Case Guru из гипоаллергенного силикона не раздражают и не натирают запястья. Другие бренды либо экономят на материалах, либо дерут за это огромные суммы. Часы CG Watch Sport – это 37 режимов тренировок, учитывают возраст и пол, дают индивидуальные рекомендации. Дисплей спортов 46 мм, на 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая в 8 раз дороже. Модель CG Watch Round, первая в России, смарт-часы с супермощным аккумулятором, пашут 10 дней без зарядки. Экран часов CG Watch Classic с крутым разрешением, сделан на одном из топ-заводов, виден при ярком солнце и под острым углом. Сканируй QR-код или переходи в описание, там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене. Промокод GEO2410 на скидку до 500 рублей. Ну, как это подавали у нас? Первая совместная закупка окончилась огромным успехом. Было предложено больше газа, чем вот было предложено поставщиками. Больше газа, чем требовалось в рамках этих торгов. Ого, сказали все, с ума сойти. И только вот ваш покорный слуга, по-моему, из всех, кто вообще интересовался этой темой, полез почитать, что там в оригинале. Там в оригинале надо было, знаете, не только первый абзац прочитать, но хотя бы два следующих. Знаете, а то выходит какой-нибудь Марош Шефчович и рассказывает: потрясающий успех. Мы проработали офигенную систему, в рамках которой уже сразу достигли невероятного успеха, феноменального, удивительного. Больше поставщиков пришло, чем мы ожидали. Они предложили больше газа, чем мы ожидали. Как здорово, согласитесь? И все такие: ура, с ума сойти. А дальше, знаете, он говорит: нет, ну, конечно, там мы просили 16 миллиардов кубов, к нам пришли люди, предложили 18 миллиардов кубов, а мы заключили, а в итоге отобрали 14 миллиардов кубов. Стоп, стоп, стоп. Надо было в этот момент сказать. И мы на этом канале говорили. В смысле? Вам надо было, условно, 16, вам предложили 18, а вы отобрали 14. Почему? А потому что только 14 миллиардов кубов соответствовали тем параметрам, которые в рамках этих торгов закладывались. Например, ценовым параметрам. Ну, может, физико-химическому составу газа, там, содержанию, кроме метана, еще других веществ. Оказалось, не весь газ подходит. Более того, если посмотреть на конкретные величины, то заявка, например, Болгарии была удовлетворена, ну, процентов на 80. А там не очень большие объемы были. То есть там набежали Болгария, Украина, там много кто набежал. Ну, от Украины, понятно, Нафтогаз пришел. И серия: о, прикольно, газ дают. Не дают. А если посмотреть на сроки реализации вот этой вот первой серии закупок, то там вообще весело получалось, что тот газ, который был отобран, менее 1 миллиарда кубов в месяц давал. Ну, то есть вы отобрали объемы. Это, кстати, важное замечание. Отобрали, не законтрактовали. Я сейчас поясню, чуть позже, если позволите. Так вот, вы отобрали объемы.
который, если разбить на период исполнения вот этих обязательств по торгам, занимает период, который говорит нам о том, что если вот все эти объемы будут поставляться, это менее миллиарда кубов в месяц. А в чем успех? Ну как? Мы смогли собраться, мы смогли собрать заявки, мы провели торги, туда пришли люди, на нас не плюнули, туда пришли люди, и мы уверены, что в будущем количество заявителей в рамках этой системы увеличится, и мы уверены, что количество поставщиков увеличится. Идут следующие торги. Там уже немножко меняют параметры, потому что первые торги были настолько успешны, что пришлось параметры пересматривать очень быстро. А, Они проходят еще менее успешно, то есть собирают еще меньше. Проходят третьи торги, еще меньше, менее успешно. В начале текущего года они решают, блин, что-то какая-то лажа получается, давайте мы на более продолжительный срок будем торги устраивать. Ну, прям на среднесрочную перспективу. А то что-то как-то вот, ну, как-то мало. А так мы устроим на среднесрочную и прям, знаете, такие цифры покажем. Устроили. И что-то молчат. Ну, то есть провели, отчитались, там уже вообще, стараясь не указывать никакие цифры, пришлось рыться и их искать ближе к первоисточникам уже. Но, опять же, цифры нашлись, стало понятно, почему никто особо ничем не хвастался, кроме общих слов, что да-да, мы смогли, мы выстояли, мы сумели, мы провели эти торги новые в новом формате, и дальше будем проводить эти торги. Ну, просто потому что для поставщиков крупных это какая-то лажа. Ну, то есть вы можете какие-то крохи там сбывать, но проблема в том, что отобранные объемы — это не законтрактованные объемы, о чем я чуть ранее сказал. И это еще один момент. Ожидалось, что количество участников будет расти, ну, то есть офигенная система, эффективная. Мы, как говорила лучший лидер современности, безусловно, ну, по каким-то параметрам, Урсула фон дер Ляйен, воспользуемся весом и мощью европейского газового рынка. А вот эта мощь и вес оказались хилыми. Знаете, как ежик. Ежик — животное сильное, но легкое. Вот так и европейский газовый рынок. Он сильный. Но, знаете, мощь много, вес подкачал. И участники торгов, число которых, точнее, заявители, количество которых должно было расти, стало, ну, сокращаться. То есть все увидели, что это, ну, в этом, ну, просто никакого смысла нет. То есть есть уже рыночные площадки, которых вы можете, ну, где вы можете просто имеющийся газ купить. Об этом еще раз. Мы первоначально об этом говорили, но у нас как-то в СМИ Шефчевича по первому абзацу цитировали, где «Ого, мы всех победили, мы все смогли». И из новости, которая вот послужила нам поводом обсудить эту тему, может сложиться впечатление, что смысла в этой торговой площадке никакого нету. Есть смысл. Прямой смысл есть. И последнее. В основе этой системы лежало положение, согласно которому объем закупок, который должен был, ну вот, который надо было попытаться провести, равнялся примерно 16 миллиардам кубических метров газа в год. Даже при нынешних объемах потребления в 2023 году 330 миллиардов кубов по Евросоюзу. Даже с нынешними объемами потребления, вы знаете, это немножко маловато. Прям вот сильно маловато. Но ваша задача — надувать щечки, выходить к прессе, демонстрировать, что вы занимаетесь делом, вы решаете вопросы. Пусть даже вы понимаете, что вы делаете какую-то фигню. Но проблема не в этом, а в том, что населению вообще не интересно, по большому счету. Как это работает, население бухтит, и все. Разбираться в вопросе население не хочет. И прямо скажем, не только в Европейском Союзе население не хочет разбираться в вопросе, а хочет бухтеть, и чтобы сделали красиво. Поэтому возникает возможность имитировать бурную деятельность и имитировать то, что вы делаете, красиво. Вышел уважаемый человек в галстуке, в костюме, с хорошими часами и рассказывает. Мол, о, мы молодцы, мы сделали систему, она работает. А то, что она не может работать, да кто будет в этом разбираться? Ну, кроме нас, с вами, здесь, на Геоэнергетике Инфо. Так что подписывайтесь. Будем об этом, я думаю, еще некоторое время. Еще будем об этой чудесной системе вспоминать. Ну, раз уж поводы
возникают. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляет, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют окончательно, и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании к данному видео и закрепленном комментарию. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в столь интересное время. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.